Теперь нам осталось притачать косточки на срезы уже основной нашей части корсета. Прячу их внутрь под припуск и настрачиваю. Теперь нам останется только на боковой шов и передний рельеф наши косточки пришить. И уже можем обтачивать подкладом и втачивать чашечки. Теперь, когда притачали все косточки, советую проутюжить всю поверхность корсета и подклада и уже начинать стачивать между собой. Проутюжили, теперь можем соединять. Также проутюжили вверх и вот так соединяем. Скалываем в моментах пересечения шва. И стачиваем на сантиметр заложенный припуск. Смотрим, чтобы там не зажалась наша лямка. И аккуратно проходим и вытаскиваем иголочки. Стачали. Отстрочим подкладочку на 0,1, как мы это раньше делали, технической строчкой, предварительно закладывая на изнанку припуск. Там, где лямка, можно пройти и сделать закрепочку, чтобы лямка держалась крепче. И аналогично стачиваем в другую сторону и центр. Также отстрачиваем на 0,1. Теперь, когда мы соединили подклад, высекаем опять же основу. Буквально на 0,5 сантиметрика. Уже практически готова основа самого лифа. Нам останется втачать чашечки, закрыть низ и втачать молнию. Но перед тем, как втачать чашки, мы их будем вот такой строчечкой закреплять. И пойдем на утюг формовать, чтобы закончить форму, и она была полностью гладкая, без всяких пузырей. Для этого нам нужно поменять лапку на одностороннюю. Берем отвертку,
и меняем. И теперь мы можем проложить строчку прямо у основы нашей чашки. И можем срезать лишний припуск, оставляя себе тот сантиметр, который закладывали. Буквально пару миллиметриков у нас срезается. Аналогично делаем на второй чашечке. Подготовили чашечки. Теперь можем их финально проутюжить, отформовать. Ну что, мы двигаемся к финалу. Мы уже видим очертания нашего топа, уже похож на вещь. На утюге мы заканчиваем формовку чашек, равняем подкладку, очищаем от лишних ниточек, чтобы запаковывать уже наш топ и не оставалось там ничего грязного внутри. Также проутюживаем верх, который мы с вами соединили только что, подкладку с основой. Теперь чашки. У нас уже есть подушечка, которую, в принципе, просто нужно обдать паром и придать форму чашки, чтобы она, грубо говоря, прям вот прилепилась к нашей поролоновой чашке. Убираем внутренние иглы, так как она тянет за собой вот эту вот часть, и поэтому вмятина получается. Стараемся убрать все иглы, чтобы у нас не осталось следов от них.